Всем привет, дорогие друзья! В этом видео мы поговорим с вами на одну очень важную тему. Стоит ли становиться дата-сайентистом вообще? И немножко поговорим о конкретно данном моменте. Сначала я расскажу вам, почему, возможно, именно вам не стоит идти в Data Science. Потом мы обсудим плюсы этой профессии. И в конце я выскажу свое личное мнение. Поэтому, если ничего не хочешь пропустить, то обязательно досмотри это видео до конца. В двух словах, что же такое Data Science? Это общее определение группы профессий, которые связаны со сбором, обработкой, аналитикой данных. Сюда входят дата-аналитики, инженеры машинного обучения, дата-инженеры и многие другие. В нашем интернет-мире постоянно количество данных увеличивается. Например, если взять YouTube, по статистике каждый день сюда загружается более 1000 роликов, даже сотен тысяч роликов. Я к чему это веду? Количество данных со временем не будет уменьшаться, а количество людей, которые должны работать с этими данными, только будет увеличиваться. Давайте теперь поговорим о том, почему, возможно, вам не стоит становиться дата-сайентистом. И первая причина, если вы пришли сюда за деньгами. Да, специалистам по данным неплохо платят, но если вы просто хотите заработать на этой профессии, то, скорее всего, вы очень быстро выгорите, даже не успев научиться до того момента, когда будете начинать искать работу. Также я хотел сказать, что зарплаты дата-сайентистов примерно сопоставимы с зарплатами обычных программистов. Так что, возможно, стоит рассмотреть профессию в сфере компьютер-сайенс. Второе. В этом видео я упоминал, что практически 70% дата-сайенс проекта занимает сбор, обработка данных. Это достаточно такой рутинный, длительный и скучный процесс. И очень часто за эту веселую работу часто садят именно джунов во многих компаниях. Поэтому, если у вас нет определенного терпения, усидчивости, то, возможно, вам не стоит идти в эту сферу. Конечно же, иногда попадаются такие проекты, настолько интересные, что даже сбор данных для них может превратиться в увлекательное приключение. Но это скорее редкость. Третий пункт плавно вытекает из второго. Если вам попадется такой проект, который достаточно уникальный, то, скорее всего, вам никто не сможет с ним помочь. Вы останетесь один на один со своей проблемой. И вам придется очень много изучать, гуглить, искать крупицы информации на форумах Stack Overflow, на GitHub, на Kaggle, на прочих подобных ресурсах. Если вы не обладаете этими навыками, если вы быстро сдаетесь и после первой же неудачи у вас опускаются руки, возможно, вам стоит подумать о другой профессии. Четвертый пункт. Сейчас в данный момент очень большое насыщение рынка джунами. И поэтому, чтобы найти работу на начальном этапе, необходимо учиться еще усерднее, чем даже год назад. Буквально пару лет назад можно было просто закончить какие-нибудь курсы, и в принципе вы уже были готовым кандидатом на джуна в какую-нибудь компанию. Но сейчас работодатель будет требовать у вас какой-то опыт, сделать парочку подпроектов, поучаствовать в каком-то соревновании. В общем, нужно работать еще усерднее, если вы хотите войти в эту сферу. Если вас это пугает, то, возможно, стоит подумать, нужно ли это вам. И, наконец, пятое. Эта область очень быстро развивается. Даже если вы уже выучились и устроились на работу, вам все равно постоянно придется учиться, изучать что-то новое, держать руку на пульсе. И без этого вы просто далеко не уедете. До сих пор не могу привыкнуть, что когда, например, в августе открываешь статью и видишь, что она вышла, например, в декабре, то, скорее всего, она уже устаревшая, и надо искать что-то поновее. Это, конечно, не всегда так, но очень часто. Ну что, испугались? Ну ладно, все не так страшно. Но прежде чем мы перейдем к плюсам, я хотел попросить вас подписаться на канал. Вас ждет еще много увлекательных видео, а чем больше подписчиков, тем больше у меня мотивации делать эти ролики. Большое вам спасибо. Итак, давайте же перейдем к плюсам. Одним из первых плюсов я выделяю то, что эту профессию можно достаточно быстро освоить на начальном этапе. Вам потребуется примерно полгода, возможно год. Вот видео с планом обучения, можете его посмотреть. Я не знаю ни одной такой профессии, которая так быстро, легко осваивается по бесплатным материалам из интернета. В общем, я считаю это жирный плюс. Также небольшой лайфхак. Вам может помочь в старте карьеры ваши знания, которые у вас уже есть. Например, вы несколько лет проработали в сфере металлургии. И если вы хотите стать дата-сайентистом, то вам, скорее всего, будет проще войти в Data Science именно в сфере металлургии, потому что у вас есть уже какие-то доменные навыки, с которыми у вас будет преимущество при найме именно в эту сферу перед другими джунами. Ну а потом уже, когда вас возьмут на работу, вы получите какие-то навыки, получите опыт, и уже можно будет переходить в другую любую сферу, которая вам интересна. Второй плюс. Вы вольны выбирать то направление, которое вам нравится, и сосредоточиться на нем. Скорее всего, вас никто не попросит одинаково хорошо шарить и в Computer Vision, и в NLP, и в обработке аудио. То есть вы можете выбрать какую-то сферу, которая вам нравится, и развиваться в ней целенаправленно, не распыляться. Третий плюс – это, конечно же, хорошие зарплаты. Если брать Москву, то толковому джуну предложат зарплату около 100 тысяч рублей. Конечно, в регионах немножко похуже. Я вам оставлю ссылку в описании на статью, в которой есть статистика по зарплатам в США,
в Европе и в России. Когда досмотрите это видео, обязательно ознакомьтесь. Это достаточно увлекательная информация. И следующим плюсом будет работа по удаленке. Это, конечно же, не какая-то супер особенность Data Science. Это свойственно почти всем IT-профессиям, но все же это тоже плюс. И следующее преимущество. Если вы освоите Data Science, то у вас будет уже хорошая, востребованная профессия, и с ней без работы вы не останетесь точно в ближайшие лет 10. Ну, что будет через 10 лет, конечно же, вряд ли кто-то уже может сказать. Тут будет хоть до конца 2020-го дожить, правда? Шестой плюс – это отличное, дружелюбное комьюнити. Вам обязательно здесь всегда помогут. Очень часто проходят митапы, встречи, прочие сборища коллег по цеху. Часто выходят соревнования на различных платформах. В общем, всегда есть чем заняться. Ну, еще два плюса, я о них быстро скажу, без объяснений. Первое – это то, что в этой сфере достаточно быстрый карьерный рост. И второе – то, что, возможно, вы можете в будущем приложить руку к каким-то вещам, инновациям, которые полностью изменят мир. Какое-то приложение, например. По-моему, это круто. Ну что, это были плюсы и минусы. Теперь я выскажу свое мнение. Я считаю, что если вам нравится эта сфера, и если вас не напугали минусы из начала этого видео, то вы обязаны попробовать стать дата-сайентистом. Помню, когда я устроился на работу наконец-то, я забыл, что такое чувство, знаете, когда в воскресенье вечером сидишь и такой, завтра на работу опять неохота. Нет, в понедельник все, проснулся, поехал там, что-то давай, все интересно, все нравится. В общем, это очень приятное чувство, я каждому желаю его ощутить в своей жизни. В общем, успехов вам на вашем пути становления дата-сайентистами. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите обязательно в комментариях, либо вступайте на наш канал в Телеграме, там есть чатик, туда можно тоже писать, ссылка будет в описании. Ну не забывайте про лайки, а у меня на сегодня все. Всем до новых встреч!